Поэтому, да, у нас было очень громко. И вылеты, и прилеты туда были. И когда прилетает туда, у тебя вот так вот дом ходуном. И один раз человек стоял на балконе, и его оглушило настолько, что просто кровь с ушей пошла. И это очень страшно смотреть на этого человека, который как будто в тумане. Ты это видела? Да, это было в моей квартире. Он не понимает, где он не может тебя услышать. Я очень испугалась, потому что я в такой ситуации еще не была. Я общалась с людьми, которые с рождения не могут говорить. Это одно. А когда человек вот так вот моментально, ты очень теряешься, ты не понимаешь, что тебе делать. Очень опасно было находиться, да, около окон, на балконах, но мы были на балконе, потому что там холодно, продукты там дольше хранятся. Мы, конечно, не все продукты туда ставили, потому что если прилетит, то вы же голодный. Большая часть из продуктов у нас были закупорки. У моей семьи была привычка всегда, по-моему, в январе месяце покупать свинью большую и разделывать ее, ложить в морозилку. Это нам очень помогло. Мы ее варили, у нас были бутли сала. Сало помогало, потому что оно очень питательное. Ты, если выйдешь один раз приготовить, это хорошо. Нагреть вряд ли ты сможешь. То есть, ты ешь холодное, окей. Уже все равно, если честно. По поводу этого... Даже испорченные продукты, у которых там, немножко подпортился срок, если у тебя нечего есть, ты будешь их есть. А по поводу воды. У нас под заводом Ильича была станция очистки воды. Это было около поля. И туда люди ходили, в Крыныцу ходили, набирали... это где-то километра 3 от дома. С баклажками, даже старенькие шли. Было очень тяжело на это смотреть, если ты мог помочь. Мы помогали, если могли. Я по большей части туда не ходила. Серьезно говорю, я очень боялась выходить из дома. Один раз, когда я пошла, то вот такой горбик, это станция, а вот здесь поле. И выезжает на поле танк и поворачивает дуло в вашу сторону. И ты думаешь, вот это вот сейчас полетит в Ильича или в тебя? Это было очень страшно. И туда прилетала. И даже, наверное, когда они хотели, может быть, стрелять в Ильича, это прилетало туда, потому что они безрукие. Как они говорят, это, может, несчастный случай. Техника как-то не так повернулась. Да. Потом был парк Петровского, это была их дислокация, потому что там большая территория открытая. И она так довольно на возвышенной части. И оттуда очень хорошо можно было все обстреливать и видеть. И вот этот дом, который я говорила, что с него стреляли в упор. Мы сидели в коридоре. Ты понимаешь, что это стреляет в соседний дом, потому что когда это, может, дом 1-2 от тебя, у тебя нет такого ощущения, что сейчас вот эти вот двери железные, которые в коридоре, что это сейчас как будто по ним прям стреляют. Вот. Мы накрывались постоянно пледами, потому что вдруг осколки полетят, что хоть как-то поможет. У меня еще собачка, которая, я не знаю, как она это пережила, но по нему было видно, он не ел, он даже вообще к своим игрушкам не подходил. Он, когда начинало что-то свистеть, он так вцеплялся в меня прям до крови. И
у нас старшие, у нас были дети, и они показывали, типа, детям вот так вот рукой, это в коридор. Потому что чаще всего они сидели на кухне, и если что-то свистело, они слышали. И дошло до того, что у меня уже собака просто начала понимать в коридор. Что будет опасно сейчас? Мы с ним гуляли на улице. Ну, как гуляли. Я понимаю, что ему нужно погулять. Но он, как только что-то услышал, все, он рвется домой. Ну, тоже это с ним было сложно. У меня знакомые, когда люди уезжали, они брали животных себе. Они себе там взяли хомячков, кроликов. Они, ну, как бы, там дети, это было там детям, так сказать, терапия. Животные их немного успокаивали. Я сама забрала собаку. Я просто и шла, и женщина уезжает и оставляет золотистого ретривера. Ну, как мне говорят, у меня слишком добрая душа. Я ее забрала. Я очень боюсь собак. Но в этот момент мне было все равно. Я его вот так взяла. Он уже довольно такой большой. И я понесла его домой. Мне, конечно, сказали, что ох, проблема у нас будет, но не могли мы его выкинуть. Мы тоже за ним ухаживали. Потом, когда мы собирались уезжать, мы нашли ему семью, которая взяла его. Очень много бездомных животных было, которые бегали, породистые, которые очень дорогие. Ну, они просто бегали на улице. Они не понимают, что происходит. Многие сбегали от хозяев в страхе. Но многих просто реально некуда было взять. Потому что люди, которые выезжали на машинах, когда нам сказали, что есть зеленый коридор, мы тоже думали туда поехать, но он был ближе к нам, не к центру, и он был обманчивым. Люди, которые выехали, у нас соседи выехали, вечером они вернулись, а машина вся просто в пулях. Я не знаю, как им повезло остаться в живых, но машина реально вся в пулях. Я знаю, что люди, которые выезжали с центра за пару часов до того, как центра не стало, можно сказать, да, некоторым удалось выехать. Потому что дорога была через Азовсталь, а Азовсталь держали наши. Наверное, поэтому и удалось. Понятное дело, что территории около заводов, их как бы нет. Все дома, что там были. Они оставляли, до сих пор оставляют полную разруху везде. Они прикрывают это тем, что они несут свой мир, и они застраивают это. Ты расскажи немного, это интересно, потому что все, что мы видим про застройки, про эти новостройки, прекрасные квартиры, жилье в Мариуполе. Знаете, я знаю, ты ведешь ТикТок, поэтому, наверное, ты шаришь. Есть такой тренд, как бы, мама, посмотри, а вот если посмотреть так, то там и нет войны. Нет, доченька, тебе показалось. Но если вот так вот посмотреть на вот этот один домик, который они построили, новенький, то может и нет. Но если ты откроешь свои глазки и хоть немножко повернешь голову, ты увидишь, что этот дом стоит на пустыре, где рядом просто валяются горки от других домов. И они все сносят. Они сносят даже иногда с телами людей, которые там остались. Они, понятное дело, это делают, чтобы когда Мариуполь вернется домой, было очень сложно узнать, что именно произошло в городе. Они строят дома на костях. Они застраивают этими коробками, новостройками то, что там... Я хочу сказать, что когда Мариуполь будут возвращать, эти коробки станут ихними могилами. Я очень в это надеюсь и молюсь за это каждый день. Но, насколько я знаю, в Мариуполе здания есть, которые пережили обе войны. Да, кинотеатр мировые. Победа, например. Он пережил Вторую мировую точно.
А сейчас он выгорел, попадали стены. И драмтеатр тоже, это довольно старое здание было. У нас около дома раньше это была такая ярмарка, здание ярмарки. Оно полностью из мозаического орнамента было сделано, потом его переделали в ВТБ. И вот это вот здание, оно очень крепкое, потому что в него прилетало под ним, а на стенах ни одной царапинки не было. Вот это здание очень хорошее, они выдержали. У нас были много немецких построек, маленькие такие домики двухэтажные. Их тоже нет. У большинства из них просто обвалилась крыша. И не из-за того, что прилетела, а из-за волны. Волна была очень сильная. Мой парень и друг ходили в центральный магазин, потому что там продавали последние продукты. И если бы я знала, что они пошли, они бы туда не пошли. Но я узнала уже, когда пришла домой, что их нет. И в этот момент очень сильно начали бомбить центр. Как они сами говорят, вот дома стоят, ты идешь туда, в магазин, дома еще стоят. Ты возвращаешься, поворачиваешь голову, видишь, что домов нет, и ты... и там один из взрослых с ними был, и он говорит, туда мы, значит, не пойдем, значит, там еще продолжится. И один раз упала прямо перед ними, так что взрывная волна прям откинула их, что они упали. Я видела, как в одном доме я гуляла с собакой. Это было 3 дома от нас, но там не было ничего, типа они идут вот так, и очень видно. Я видела людей с белыми повязками, забегающими в дом. Что-то они кричали. Было пару случаев, когда они выбегали в дома перед тем, как их расстрелять, и говорили, у вас есть 5 минут. Кто это? Кто эти люди с белыми повязками? Это российские войска. Это белые повязки. Черные повязки — это ДНР. Как сказать... возможно, ты знаешь, какой флаг в ДНР. Это черно-красно-синий. Типа траур за нашими. Траурят, но делают дальше траур. Продолжают. Вот с белыми повязками ходили российские военные. Большинство из них было обмундировано хорошо. А вот те, которые были с ДНР, можно сказать, голые. Я помню, у нас на перекрестке стояли, разница. Российским привезли вот такой мешок, там спальник, еда. Потому что они дежурили, по-моему, по 2 суток, да. По 2 суток, а потом поменялись в ДНР. И они просто с чем было, с тем и сидели. То бишь, я не понимаю людей, которые в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике, которых вообще не должно существовать. Как они до сих пор позволяют себя обманывать? За 8 лет я прекрасно помню, каким был мой город до. И когда вот я... Единственное, чему я была рада, того, что я выехала с Мариуполя, это то, что я впервые за 8 лет вернулась домой, там, где я родилась. Это единственная радость, которая у меня была. Ты про какой город сейчас говоришь? Докучаевск. Он находится под Донецком, буквально в 30 минутах езды. Как сказать, город выглядит, в принципе, даже целым. Но атмосфера, которую я помню и которая там была, когда я приехала, она очень поменялась. Этот город был таким местом, куда старики уезжали, потому что
Там было как будто вот ты идешь по улице, и тебе так приятно, уютно. И по большей части, да, там жили люди старенькие, потому что они хотели там прожить свою оставшуюся жизнь. А теперь это просто город, который... Его как будто стерли, а потом вот построили. Но... Бездушный. Да, души у него уже нет. Там вот бабушки, дедушки, которых я помню с детства, которые еще живы, у них вот эта душа еще немножко есть. То есть вы находились какое-то время там, или как это все происходило? Вот вас привезли. Нас Что привезли. происходило? Мы находились там некоторое время, потому что нужно было сделать документы. Мгм. Если у тебя нет ДНР прописки, Мгм. ты не выйдешь оттуда. У меня была, когда мне делали паспорт в 14 лет, да, в 14 лет, то мне не хотели ставить прописку в ДНР, но через суд мы добились этого. Потому что если у тебя нет прописки, ну, ты бомж. Мгм. И у меня была, и это очень нас спасло. Но не было у моего парня. Поэтому мы его прописали не совсем законно. Прописали его у нас на даче. Какой может быть закон на территории, которой Ну, официально не существует? для них это как Да. бы так. Мгм. Мы сделали временную прописку, чтобы была бумажка, что типа ты там живешь, ты можешь кататься. Мы побыли там еще пару дней. Я осталась там, чтобы съездить на могилу к тем, кого нет. Потому что люди, которые умерли за эти 8 лет, я не могла к ним прийти. Да, моя бабушка. Поэтому я осталась там на пару дней, да. Мы поехали в Донецк на автовокзал, взяли билеты на автобус Донецк-Ростов. Опять-таки, на каждом блокпосту тебя проверяют. Заезжая, получается, там идет так. Как они сказали, ДНР — это же теперь Россия, да? Мгм. Мгм. Ну вот там идет вот так территория ДНР, когда ты с нее выезжаешь, ну как бы тебе говорят, что ты уже в России. То есть это не единое целое, ну вообще. И когда мы въезжали, то это, конечно, паспортный контроль, вот это все. И когда мы были в Докучаевске, нам поставили бумажка. Ну, я ее не сохранила, я старалась это, когда приехала в Финляндию, все выкинуть. Там то ли дактилоскопия написано. Вот, дактилоскопия. То бишь, ты зарегистрирован где-то, а тебя знают, и ты вот оттуда, с той территории, где боевые действия. И когда на паспортном контроле России увидели вот эту вот бумажечку, то автобус остановили. Мужчин на границе при въезде в Россию допрашивали. То есть это был не беженский автобус, это был или просто рейсовый автобус? Нет, это уже рейсовый. Беженский это был вот с Мариуполя до Донецка, да. Потом мы уже добирались своим ходом. Ну, опять-таки, еще ж в этот день моему парню все еще не было 18. К нам докопались, что он едет один. Ну, как бы, может, я и грубо сказала, но я сказала, а чего вы ожидаете от людей, когда у них все забрали? Люди могли погибнуть, какие-то остаться. Ну, как бы, он такой, и ушел. Потом мужчин, да, допрашивали, потом садишься опять в автобус. Люди, которые ехали именно с ДНР, которые там уже давно живут, они на нас вякали. Типа, почему мы вас должны ждать и все такое. Я говорю, я сказала так, да. Но у вас же тоже когда-то так было. Вам же тоже ставили печатки, как с собакам, вот это все. Как бы, извините, но теперь в Мариуполе такое случилось. Мне женщина сказала, ну нас же никто не жалеет, чем мы вас должны жалеть?
Я у нее спросила, откуда она. Она вообще не из ДНР. Она просто там прописалась, а она с России. Ну, и я такая, понятно, разговор закрыт. Это эти завезенные, получается, уже за Да. эти 9 лет. Да. Да. И мы доехали до Ростова, до ЖД вокзала. У нас был билет с Ростова до Санкт-Петербурга, потому что у меня там папа. Это 2 суток в дороге, Автобусом, в поезде. слава богу. В поезде, да. Мы остановились там, и поставился такой вопрос, что чтобы выехать оттуда, тебе нужен перевозчик. Варианта оставаться у вас там вы даже не думали Нет, об конечно. этом? Я когда туда приехала, люди, которые там были, у них реально промытые мозги. Я думала, я с ума сойду. Я, конечно, старалась молчать, пока я там. Меня очень много раз пытались задеть, но я закрывала это все молчанием, чтобы не навредить. И ты знала, что ты продолжаешь дальше ехать? Да. И поставила, да, вот этот вот вопрос, что автобусы не ходят. Понятное дело, Финляндия запретила, как другая нормальная страна. Мгм. Ездили только перевозчики, то бишь это местные финны, россияне, которые, ну, имеют там, может, поместье или у них там родня, вот они Маршрутки могли вот эти, кататься. которые ходят от адреса Да. до адреса. Мгм. Они ставили ценник где-то в 40 евро за человека. Мгм. Мой парень работал месяц, который мы были там. Мгм. Он покрывал крыши и заработал 300 евро. В Питере? Да. Мгм. Как только мы заработали деньги, мы сразу же поехали. Нас не хотели брать многие перевозчики из-за того, что мы украинцы. Ну, один мужчина нашелся, он наполовину фин, ну, как бы он большую жизнь свою живет в Финляндии. Он, как бы, у него родственники в Украине, все нормально, разговаривали. Он нас довез, даже придумал нам легенду, почему мы едем, ну, как бы, чтобы на границе сильно не это. И был вопрос еще, что мне не было 18 на тот момент, и разрешения от родителей на выезд у меня не было. И еще наши паспорта Украины в России не воспринимают вообще. То бишь они такие, что это за карточка? Я говорю, ну, как бы паспорт. У всего цивилизованного мира такой, ну, как бы паспорт ID-карта, стараются, да. да, карточка, потому что так удобнее. И нам на границе еще России пофыркали. Моего парня забрали в комнату допроса. Россияне с российской Да, стороны. да. Его допрашивали, его раздели полностью, посмотрели, нет ли татуировок. Хотели посмотреть сумку с вещами, но мне посоветовали, чтобы не лежали его вещи отдельно, потому что вдруг к чему-то придрутся, не знаю, там цвет, этот. И я сложила свои и его, и они посмотрели, что там половина мужская, половина женская, не стали смотреть дальше. Спрашивали про семью, про знакомых, типа, будешь ли ты что-то там за границей говорить, про родных, которые в Украине остались. А потом дают тебе такую вот бумажечку, что ты можешь выехать. Дальше мы въезжаем на границу Финляндии. У меня есть загранпаспорт, у него нет. Нам говорят финны. По-английски он мне сказал. Он сказал, что дальше без загранпаспорта ехать нельзя. То бишь вы можете взять тимчасовый захист. Мгм. Мы согласились, потому что он еще так сказал, потому что в ином случае придется развернуться в Россию. То есть имеется в виду, что он имел в виду в том плане, что как туристы вы въехать не можете. То Да. есть вы можете приехать только если вы, получается, Да, на... если у тебя нет загранпаспорта, да. Раньше на можно убежище. было. Мгм. До апреля можно было. Мгм.
Но потом эта ситуация изменилась. Ну, вот просто он, да, вот сказал вот эту фразу, или по закону придется вернуться в Россию, развернуться. И вы знаете, так, бум, такой, нет, ни за что, никогда. Ну, там, понятное дело, тоже нам нашли переводчика, узнали информацию о нас, поспрашивали, где семья, все такое. И еще спрашивали, фактически этого переводчика должны были по закону наказать. Потому что, как сказал нам переводчик, который переводит, что если он вас привез за какую-то плату, но говорит, что это как бы помощь, то ему за это будет какое-то наказание. Ну, мы такие подумали, господи, довез нас, и слава богу. Доехали. Мы сказали, что, да, типа, нет, он нас просто подвез, и я ему в бардачок кинула деньги. Вот. Потом нас уже отвезли, меня, получается, в центр для детей несовершеннолетних. Ну, а парень недалеко от меня, для взрослых. Там, конечно, там еду, воду, одежду, гигиенические средства, все дали. И вот, наверное, только где-то спустя дня 4 я начала понимать, что я уже в безопасности. Ты ощутила, что можно хоть чуть-чуть расслабиться? Да, я ощутила, что можно немного расслабиться. Ну, если сравнить, как бы, я вот сейчас в Финляндии, типа, все хорошо, я не могу сказать, что все хорошо. Я не чувствую себя здесь как дома, это понятно. Я очень переживаю за ситуацию, которая происходит в Украине. За любую трагедию, Днепро, Бровары, Николаев, за любую трагедию я ее воспринимаю как свою. Мне многие говорят, что не нужно, но я не могу. Я воспринимаю это как свою, потому что я прожила такое, я знаю, как это. Здесь мы имеем товариство украинцев в Финляндии, в Котка вместе. Я преподаю детям бесплатно танцы и со взрослыми занимаюсь фитнесом. То есть хоть какое-то отвлечение от новостей, от этого потока ужаса. Да, я стараюсь немного отвлекаться. Это очень сложно. Потому что рука как будто сама тянется вот посмотреть, почитать. Я дала себе некоторое время, я не смотрела новости, но в ТикТоке попадаются. И я не могу вот так вот. Ну, посмотрела этот отрывочек, мне надо узнать, что произошло конкретно. Потом родственники, которые остались со стороны парня в Украине, они моя семья уже давно и тоже находятся в разных частях Украины. И вот ты постоянно звонишь, постоянно переживаешь, а выезжать они не хотят. Ну, я сначала очень долго злилась на них, но потом я тоже не хотела выезжать с Мариуполя. Я не хотела, если бы мужчин не трогали, которым уже есть 18, я бы, наверное, не уехала. Но, да, то, что дома ты чувствуешь себя лучше, это правда. Я понимаю их, но я все равно, когда что-то происходит, я злюсь на них, говорю, почему вы не выезжаете? Когда все закончится? Собираетесь ли вы возвращаться назад? У вас есть возможность сейчас здесь, в безопасной стране, в стране с возможностями, у вас есть шанс вставать на ноги. Есть ли у вас в планах возвращаться назад в Украину? Или вы решили для себя, что вы будете строить жизнь здесь? Я надеюсь, что это, конечно, очень скоро закончится все. Но если быть реалистом, то давайте возьмем хотя бы Мариуполь. Сколько они его? 2 месяца практически 3. Они его пытались завоевать. Возвращать это, наверное, будет столько же. Потом территория ДНР, ЛНР. Без них, конечно же, война не закончится. Без Крыма, тем более, война не закончится. Это длительный процесс. Если смотреть, чисто мое, я не могу вернуться в Мариуполь, мне некуда. Мне некуда вернуться. В Украине у меня родственников только вот со стороны парня. Если вернуться,
в Украину, чтобы прям, ну, вот, жить, то нет. Мы будем приезжать в гости к родным, будем там ездить, отдыхать, но жить нет. Жить там уже не получится. Они оборвали вашу жизнь, то, что у вас было 24 февраля. Несколько раз в своем случае. Это был уже второй раз. Твой парень разделяет с тобой твой выбор? Точнее, вы вдвоем уже к этому пришли, вы решили вставать на ноги здесь? Он такой, чтобы он пошел воевать. Серьезно говорю. Но я его не пускаю. И не пущу. Потому что этот человек единственный человек, который сейчас со мной рядом. И реально есть такое ощущение, что без него я не смогу. Он твоя семья? Да. После всего того, что мы пережили, я не могу по-другому. Я понимаю законы Украины, все это, но он уже свое пережил в Мариуполе. Я думаю, этого достаточно. Поэтому все-таки он согласился, что да, мы останемся здесь. Ты скучаешь по дому? Очень. Очень скучаю. У меня последние 2 месяца все на таблетках, на успокоительных. Потому что если я звоню там другу, подруге, которая находится в Мариуполе, я не могу с ними нормально поговорить даже 2 минуты. У меня истерика, просто слезы, все. Если я звоню в Украину своим друзьям, которые не на оккупированных территориях, и тоже они мне рассказывают, что там вот сирена выла, или что-то такое, или вот прилетело. Я не могу, я реально ломаюсь в этот момент, и вот это вот в телефоне папочка Мариуполь. Я просто сижу, пересматриваю это все. Я очень скучаю за домом. Ну вот то, что в телефоне, это все, что это осталось. У меня осталось. Спасибо тебе большое, что ты пришла на этот разговор. Это очень важно, потому что это важно для меня, это важно, я уверена, всем, кто это будет смотреть. Да, я хочу сказать людям, которые есть вам что сказать. Пожалуйста, говорите. Как бы это больно не было, мне тоже очень больно об этом рассказывать, но нужно, чтобы люди об этом знали. Потому что никто не поймет то, что вы пережили, потому что не сможет об этом узнать. Абсолютно права. Большое тебе спасибо за это. Kiitos paljon teille, että olette tässä todella raskaassa keskustelussa mukana ja tsekkaa, että kanava on tilattu ja tämä video on tykätty. Näkemiin.